Здравствуйте, друзья! Слушайте и смотрите канал Влог 360! Ухилян бежал в Европу, поднял пыль до облаков. Дамы и господа, честной люд, всем салют, рад вас приветствовать на канале Влог 360. Огромное спасибо, что посетили канал. Меня зовут Сергей, я являюсь автором только этого канала, но этих обоих. Справа от себя вы видите два QR-кода, это мой влоговый и музыкальный канал. Добро пожаловать, может быть что-нибудь вам понравится. Также найдете ссылки в описании. QR-код, который вы видите сейчас, это QR-код от моего телеграм-канала. Также добро пожаловать, если вы адекватный человек. А чё, поговорим о гостях теперь? Да, чё, не что, а чё. О гостях мы поговорим теперь. Времечко тут я записываю, третий ролик уже вам. О депортациях жестко, Европа жестко взялась за гостей. Ну, домой надо, пора ехать уже. Чемодан, вокзал, домой. Это не голословные слова, нет. Хотя, сейчас я вам включу один ролик, послушайте. Массовой депортации украинцев из Европы не будет ни в 27-м, ни в 28-м году. Да ну? Не после окончания войны. Это практически невозможно. Почему я так думаю? Почему ты так думаешь? Почему я так уверенно об этом говорю? Мое мнение опирается на три фактора. И первый — это предыдущие миграционные кризисы в Европе. В Европе, ладно. Это был один из факторов. Походу этот ролик был снят, или ранней весной, видно то, что по погоде, как он одетый, да, мечтают, они все мечтают, да, о чем-то. А вот вам ролик, пожалуйста. Это совсем свежий ролик. Кстати, да, мой контент базируется на том, что в различных соцсетях и платформах я ищу ролики о высказывании, о ком-либо, о себе и еще о ком-то, о гостях, о друзьях, о соседях, о налогоплательщиках, позитив и негатив. Делаю нарезку, разбираю, вы же комментируйте. И вот следующий ролик. Спердаляйте из Польши уже не фигура речи, а буквальное значение. Польша депортирует любого, кто хоть как-то нарушил общественный порядок. Вот так вот, слышали? Но это не один ролик, давайте еще послушаем. Українців з Польщі масово депортують. Тепер за будь-який промах збирайте сумки. Так кажуть українці, які знайшли прихисток в поляків кілька років тому. Попався, що їздив без квитка в Польщі. Будь готов до депортації. Цьогоріч там почалися жорсткі перевірки. І тепер, до прикладу, через неправильну парковку, керування авто нетверезим чи недопалок на землі вас можуть вигнати. Постійно в стресі, постійно думаючи, що Боже, чи там ніхто за мною не дивиться, бо зараз ще подзвонять в поліцію. Але дехто не чекає розвитку подій і вже виїжджає з країни. Наразі Польща цього не коментує, але там готують новий законопроєкт, де за 2 дрібних порушення іноземці можуть витворити з країни. Втім, розмови про повернення українців відбуваються не лише там, а й в Німеччині. Особливо на тлі збільшення трудових мігрантів віком до 23 років. Я специально нашел ролик на украинском языке, и вы послушали. Ну что, вот еще вам. Депортировали из-за превышения скорости в Польше. Короче, рассказываю, иностранец ехал, скажем так, намного больше, чем было дозволено. Около 50 вроде там было разрешено, а он ехал что-то около 150. Я вообще в шоке, как он так летел. И, короче, его споймала полиция, его депортировали из-за того, что назвали причину, что это загружение панства, жития, типа людей в Польше, которые живут. Так что, ребята, если вам нужна легализация, обращайтесь и будьте осторожны, думайте головой. Думайте головой, да. Да. Ваше мнение мне очень интересно. Как вы смотрите на это? Давайте еще послушаем. Депортация из Польши за 2 административных правонарушения. Именно такой закон сейчас лежит на рассмотрении всеми, и если его примут, Уже приняли. то любые 2 административных правонарушения приведут к тому, что вас, как иностранца, будут депортировать из Польши. Неважно, это штраф за неправильную парковку или там еще что-нибудь. Жестко очень примут. Я думаю, нет, но не исключено. Приняли. Польша, в принципе, сейчас считается самая безопасная страна в отношении всяких иммигрантов, нелегалов и так далее. Отсутствие там воровства, краж. Да, отсутствие воровства и краж. Кстати, я читал в газете «Бильд»,
немецкая газета по поводу Польши, что в Польше даже создали гражданские дружины. Да, создали гражданские дружины, которые ходят и ищут людей, которые нарушают, гости нарушают. Но это еще не все. Давайте я еще ролик вам поставлю, чтобы не быть голословным. Итак, ребята, что у нас по депортациям на сегодняшний день? Ребята, Польша, скандальная Польша. Произошел небольшой инцидент, связанный с гражданином Украины. Дело в том, что накануне в детский сад приехал мужчина за своим ребенком. И воспитательницы этого детского сада услышали очень сильный алкогольный перегар. Они обратили внимание, то, что в машине, в которую он приехал, уже находился ребенок приблизительно 11 лет. Алкогольный перегар, он за рулем, на машине, дети, да? А вы говорите, права давать просто так, менять. И он приехал в детский сад за младшим. Они не отдали ребенка, вызвали полицию. Приехали польские полицейские, забрали его. Как уже показывает следствие, сдали там тесты на алкоголь. Они превышали норму во много раз. И, как известно, Польша ужесточила свои правила. И за малейшее нарушение всех практически депортируют. И вот из-за данного инцидента этот мужчина будет на днях депортирован. Уже готовятся все документы. Ребят, будьте благоразумны, уважайте законы и берегите просто себя. Не делайте глупостей. Пердоль пане на Украину. Так в Польше уже 1,5 года говорят украинцам. Кто говорил, что не будут депортировать мужчин в Украину? Польша за последние 2 недели депортировала 53 украинских мужчин на границу Украина-Польша, где их ждала ТЦК, учебка и передовая. А депортируют за малейшее нарушение. Нарушил правила дорожного движения — депортация. Поругался с польским соседом — депортация. Слушаешь громко музыку после 10 часов вечера — депортация. Проехал в автобусе без билета — депортация. Депортируют за малейшее нарушение для того, чтобы пополнить ряды Збройных сил Украины, потому что воевать уже не с кем, а Польша понимает, что если Украина падет, то следующая будет Польша. Поэтому они будут делать все возможное, чтобы депортировать украинских мужчин на передовую. Ну вот, ребятки, такой получился у нас ролик, немножко длиннее, чем всегда. А скажите-ка мне, почему так вдруг в Польше обозлились на гостей? Напишите. Видите, тут одна или один в зоне 50 ехал 150. Нарушение? Конечно, еще какое нарушение. Стоит ли это нарушение депортации? Ну, если депортировали, значит стоит. Приехал пьяный. Ну тут да, с перегаром. Показал пьяный, значит пьяный, промилле были. Пьяный человек был. За рулем, с ребенком и за другим ребенком в детский сад. Пьяный за рулем. Фу, обезьяна с гранатой. По Германии скачут и хотят права менять. Петиции пишут, да, чтобы меняли без сдачи, без экзаменов. Вот так вот. Вы хотите таких людей видеть на дорогах? Я нет. Вы напишите обязательно. Если вы пишете комментарии, будьте адекватными, конструктивными, иначе фильтрация Ютуба не пройдет. Нет, не я фильтрую, Ютуб фильтрует. Даже если вы позитивно материтесь, я читал уже, да, он висит буквально 3 минутки, его Ютуб хренак и убирает. Напишите, правильно ли делает Польша. Кстати, в Германии тоже ужесточили законы. И даже есть уже мобильный ТЦК. С чем я и поздравляю. И нас, и вас, и газ. В общем. Спасибо, что смотрели ролик до конца. Не забываем подписаться на канал. Также активировать колокольчик, чтобы не пропустить новый выпуск. Всем добра, удачи!